Лес в тот весенний день встречал маленькую Полину не только густыми зарослями росистой травы, но и пронзительным запахом хвои, которым был пропитан каждый вздох, каждое движение ветра в кронах. Девочка всего 7 лет от роду шла осторожно, глаза ее блестели, а в пальцах, сжимающих руку Сережи, не такого уж и родного, но очень важного отчима, таилась настороженность. Вокруг все будто говорило на своем тайном лесном языке. Птицы перекликались, едва заметный шорох доносился откуда-то сверху, а под ногами раскинулась пружинистая, влажная ковер из прошлогодних листьев и папоротников. Обычные прогулки с Сережей имели для Полины особую ценность. Они напоминали маленькие приключения, собирали грибы, играли в какие-то только им понятные фантазии, смеялись и делились секретами. Но сейчас их поход в лес был совсем не такой. Девочка чувствовала это всей кожей, чувствовала, когда взгляд Сережи вдруг делался отстраненным, а рука же холодной и твердой, как будто он уже не с ней, а где-то совсем далеко, в других мыслях или даже в другой жизни. Тяжесть этого ощущения только усиливалась, когда она вспоминала утро. Ожидание было пронизано запахом чая и молока, доносившихся с кухни, и звоном посуды, которую переставляла в руках мама Александра. От нее всегда исходило ощущение праздника, вычурной необычной красоты. Полина не раз восхищенно поглядывала на нее, думая, что мама похожа на кинозвезду из старых фильмов, тех, что они смотрели с соседкой Катей, Мэрилин Монро. Александра была вне времени. Волосы светились золотом на солнце, лицо словно бы всегда было готово к поцелую, а смех рассыпался по дому, как конфетти. В этот раз, провожая Полину, мама с чуть тревожной улыбкой поправила косу дочери, напомнила быть осторожной и слушаться Сережу, а потом долго стояла у окна, смотря, как ее девочка уходит по двору, растворяясь в серебряных полосах тени от старого забора. В этот момент между ними возникла почти неощутимая, но мучительно острая дистанция, которую девочка не могла назвать, но чувствовала сердцем. В лесу все обострялось. Сережа не отпустил Полинину руку сразу, хотя раньше мог шутливо отпустить ее вперед, давая возможность ощутить себя следопытом. На этот раз его пальцы были как ледяные ветви, сжимающие плечо. Холодные, тяжелые, осторожные, будто бы он боялся, что при слабейшем движении Полина растает, исчезнет, выпорхнет из его жизни. Он шел немного впереди по узкой тропе, плечи ссутулились, и вся его фигура выражала усталость. Полина с тревогой вспоминала те дни, когда Сережа еще был веселым, собранным, мог заметить мышиный след в мокрой траве или мягко поддразнить ее, если гриб был ложным. Это было раньше. Теперь его глаза, обычно ясные и смеющиеся, стали мутными, словно он смотрит сквозь толстое стекло, а движения — редкими и неохотными. Подспудное беспокойство росло. Несколько недель назад в ночи, когда девочка притворялась спящей, Сережа вернулся домой поздно. Дыхание у него было тяжелым, губы пересохли, а волосы слипшиеся от усталости. Полина видела, как он аккуратно осматривает шкафы, ищет что-то в карманах, будто опасается вспугнуть кого-то. Его майка была испачкана, подмышки мокрые, а под глазами залегли темные круги. Маму такое положение вещей тревожило так же. Она пыталась аккуратно спрашивать: «Ну как ты? Все ли в порядке?» Но Сережа будто затыкал себе уши невидимыми берушами, не слышал даже самых настойчивых маминых слов. Полина чувствовала этот холод, который рос в их доме, невидимый, но все более ощутимый с каждым днем. Когда пришло время идти в лес, Сережа вдруг заторопился.
Уже стоя у порога, он вытащил свой старенький телефон, сел на лавку и принялся нервно крутить в пальцах стакан с водой. Все происходило в полутемных сумерках кухни. Детей обычно к этому времени клали спать, но сегодня проход в прихожую был занят сценой, от которой у Полины сжималось сердце. Голоса были сдавлены, и хотя она слышала лишь отрывки, все слова были будто обернуты в тревогу. «Я же говорил, не надо мне звонить!» — раздраженно бросил он. «Перезвоню позже. Нет, дело не только во мне. Все под контролем, я сказал». Закончив, он резко опустил телефон, выпил воду почти одним глотком, поморщился. Полина попыталась улыбнуться, чтобы разрядить напряженную атмосферу, но все получилось неестественно. Тогда Сережа вдруг предложил: «А не сыграть ли нам в прятки, Полин?» Его голос прозвучал натянуто, но девочка ухватилась за это предложение как за спасательный круг. Ее любимая игра. Вдруг в ней снова возникнет прежняя легкость, прежняя уверенность, что мир по-прежнему безопасен и ярок. Девочка побежала по коридору, ища самое надежное укрытие. Все казалось слишком очевидным. За занавеской, за дверью туалета, под столом. Тогда она юркнула среди горшков с цветами, но поняла, что ее видно. Ее маленькое тело выдавала юбка, и сквозь стеклянную дверь кто угодно мог заметить притаившуюся фигуру. Тогда, не найдя лучшего, она выбралась в кладовку. В полумраке блеснул отполированный временем чемодан. Большой, тяжелый, с сыпучей на ощупь поверхностью. Он показался Полине живым, враждебным. Девочка скорее выскочила из кладовки, сердце тарабанило от страха, словно что-то нехорошее вот-вот произойдет. Через пару дней мама стала настойчивее. С каждым утром ее разговоры с Сережей становились все резче. На кухне, когда девочка по утрам пила какао, сквозь едва приоткрытую дверь проскакивали обрывки. «Все, когда поедем!» «Долго еще? Почему опять не сегодня?» Словно между взрослыми завелся невидимый спор, которого не должны были слышать дети, но Полина слышала, и каждый миг становился все острее. Сережа будто бы избегал принятия решения, придумывал себе новые отговорки, говорил: «Еще не время, еще немного, еще одно дело». В конце концов, только грозная и хмурая мамина «или ты едешь, или я сама» сработала. Сережа робко согласился на поездку. Самое тревожное, что теперь, даже когда Сережа все-таки, казалось бы, собрался в поход, он не становился более открытым. Наоборот, угрюмый, как усталый волк. Он тихо собирал рюкзак, наспех ел, одевался без привычных шуток и ласковых поддразниваний. Под глазами его пролегли новые темные круги, скулы ввалились. Раньше мама лукаво посмеивалась, говоря: «Вот, доченька, твой отчим — герой походов». Но теперь в ее голосе было больше волнения, чем гордости. Полина чувствовала, что в их семье что-то ломается, и эта ломкость словно просачивалась в самое сердце девочки. В лесу, уже вдали от дома, тишина расползалась холодом по телу и душе. Сережа заторможенно смотрел в сторону, а потом вдруг будто проснулся. С неестественным оживлением пообещал: «Давай, я спрячусь, а ты меня ищи. Только честно считай до 100, ладно?» И улыбнулся, но улыбка была не его. Он держал в руках ведро для грибов, а пальцы так и дрожали, как будто он долго был на морозе. Полина с опаской заметила, что отчим не может скрывать нервозность даже перед нею. Все опять было не так. Игра стала почти обязательной, а не долгожданной, желанной, как раньше. Она закрыла глаза и стала считать, стараясь послушно отмерять каждую секунду. Видела, как он уходит прочь. Сначала шаги были четкими, тяжелыми, потом все тише, тише, пока не растворились в треске веток под ногами, в шелесте сухой хвои. Девочка слушала эти звуки, ловила каждый воображаемый шорох. Где-то неподалеку глухо бил дятел,
а чуть дальше раздался стон ветра, качнувший старую березу. На 42 неведомый треск раскрылся вдруг выстрелом. Это был настоящий выстрел, короткий, звонкий, разрезавший воздух. По спине побежали мурашки, сердце в груди затрепетало, дрожь пробежала по обнаженному колену и ладоням. Полина находилась между ужасом и оцепенением. Она хотела крикнуть, позвать Сережу, но из горла вырвался только свистящий шепот. Испугавшись, девочка рванула прочь по лесу, не думая о направлении. Ее движения были резкими, хаотичными, она не вспоминала грибы, не замечала больше уродливых сучков, прыгала через поваленные деревья, проваливалась в ямки, зацеплялась за ветки. Адреналин и страх били в висках, не давая обернуться. В какой-то момент на пути мелькнула длинная палка, и Полина в панике решила, что это змея. Но когда присмотрелась, увидела, что ее сердце обманулось, это была простая сухая ветка. Осознание этого ничуть не успокоило, скорее даже прибавило суеты, такая девочка внезапно поняла, она потерялась, вокруг только одинаковые деревья, лесные запахи, густая тень и ужас неизвестности. Что делать? В голове будто кто-то щелкал выключателем. Спасаться самой? Искать отчима? Бежать, звать на помощь, ждать спасения или отыскать какой-нибудь просвет среди этих угрожающих теней? Решение пришло неожиданно. Девочка вспомнила разговоры Сережи о том, что в опасной ситуации главное — не теряться, ориентироваться и искать просвет. Но сейчас страх подсказывал свое. Папе нужна помощь. Его ранили, ему плохо. Я должна найти помощь и спасти Сережу. Все остальное превратилось в гулкий второстепенный шум. Идя дальше, Полина вспоминала не только лесные советы отчима, но и странности последних недель. Все чаще ей всплывал в памяти тот самый лысый, странно выглядевший мужчина, который несколько раз появлялся у них во дворе и будто что-то проверял, выглядывая сквозь окна. Один раз она даже рассказала Сереже о том, что видела подозрительного мужчину, но отчим только отмахнулся, бросил небрежное: «Это ерунда, мало ли кто шатается». Но у Полины все внутри протестовало против такого объяснения. Теперь в темноте леса ей казалось, что этот лысый был не случайностью, а настоящей угрозой. В глубине души девочка не доверяла своему отчиму и понимала, что опасность гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд. Ночь надвигалась, лес вокруг сгустился и стал пугающим. Полина шла по бурелому, стараясь не наступать на шершавое корневище и не провалиться в водянистое болото, которое темнело у оврага. Пронзительный вой волков где-то далеко раздался несколько раз. Каждое эхо отдавалось внутри. Пальцы девочки окоченели, губы начали дрожать вместе с ногами. Она старалась вспоминать, чему учили и мама, и Сережа. Не паниковать, двигаться вперед, искать свет или запах дыма, указывающий на человеческое жилье. Для нее все вдруг стало прибором выживания. Полина падала от усталости, но всякий раз поднималась, цепляясь за корни, пытаясь отогнать мысли о жутких лесных чудовищах и незнакомце. Вдруг вдали мелькнула теплая полоска света. Сквозь сумерки девочка различила маленький домик с деревянной крышей и тоненькой трубой, из которой клубился дымок. Она с последним усилием дотянулась до калитки, оперлась о порог. Все, что еще оставалось в организме сил, ушло, и она бесшумно осела на ступени. Дверь открылся старый высокий мужчина. Его руки были бережливы, глаза мудрые. Но Полина даже не успела сказать, что она заблудилась, как ее согрели пальцы, перекинули через плечо, внесли в тепло.
Дом был мал, но уютен. Запах чая смешивался с лесными ароматами. Старик представился. «Меня звать Степан Игоревич. А ты кто, доченька?» Полина назвалась шепотом. «Полина». В этот момент ей хотелось верить, что ведьма из сказок не может жить в таком доме, где улыбаются и паят горячим чаем. В убаюкивающей безопасности у камина Полина решилась рассказать о происшедшем. Она описала лес, выстрел, страх и даже сказала про подозрительного лысого мужчину, который часто появлялся на их улице. Степан Игоревич слушал внимательно, затем кивнул. «Ты молодчина, Полина. Все будет хорошо. Я тебе помогу». Но не успели допить чай, как вдруг дверь заскрипела снова. За ней возник незнакомец, высокий, плотный, с серьезным лицом. В руке у него блестел какой-то значок. «Я ищу девочку», — объявил гость, вглядываясь в лицо Полины и не отводя взгляда. Степан Игоревич ощутил опасность и похолодел. Он держался прямо, взгляд стал жестким, спокойным, движения плавными. В его голосе появилась твердость. «Я не знаю, кто вы и зачем пришли», — сказал он. «Но предупреждаю, здесь чужим не рады. У меня дома никогда не творилось зла и не начнется с вас». Лысый настойчиво делал шаг вперед, грозно посмотрел на старика и внезапно метнулся к Полине. В этот момент Степан раскрыл ружье, щелкнул затвором, исполнив на секунду сцену грозной обороны. Полина, дрожащая, но все же храбрая, вцепилась в первую попавшуюся швабру, и когда мужчина схватил ее за рукав, со всей силы ударила его по руке. Раздался короткий стон, а Степан Игоревич выстрелил в воздух. В панике незваный гость попытался убежать, но старик был быстрее, скрутил мужчину, сбил на пол. Полина с трясущимися руками помогла, подавая веревку. «Все, теперь точно все?» — спросила девочка, когда буря немного улеглась. «Пока не все», — ответил лесник более спокойно. «Этот тип еще будет отвечать на вопросы». Гость ворочался на полу, но не мог разорвать пут, а улыбка старика была победной, спокойной. Он отряхнул руки и уверенно сказал: «Я защищаю свой дом, и ни одна беда тебе сюда не войдет». В этот момент дверь снова раскрылась. На пороге стояли Сережа, двое суровых мужчин в камуфляжной одежде и Полинина, мама Александра. Все ошеломленно уставились на картину. Дед с ружьем, девочка с веником и связанный вырубленный мужчина на полу. Мама первой подошла к Полине и прижала к себе, отведя темные, взволнованные глаза на лесника. Сережа хмуро смотрел на лежащего мужчину, затем на Полину, потом на лесника. Один из друзей Сережи осторожно поднял виновника за плечи. Степан Игоревич, не давая начинать бессмысленных разговоров, строго выговорил: «Работа выполнена». Все почувствовали, опасность временно миновала, но вопросов осталось много. После краткого совещания лесник начал допрашивать Сережу. Сурово глядя ему в глаза, он потребовал рассказать всю правду. Вскоре всплыло. Выстрел в лесу был не случайностью, а заранее обставленным сигналом для охотников. На самом деле начальник Сережи затеял весь этот спектакль, собирался инсценировать похищение, чтобы заполучить документы. Сережа, оказавшись в ловушке, пытался найти выход, но когда Полина убежала, весь план обрушился. Начальник, разгневанный, послал за девочкой своих людей, чтобы спасти ситуацию. Сережа тихим, виноватым голосом признался. Как только он собрал доказательства о махинациях начальника, попытался донести их в полицию, глава организации сразу стал ему угрожать. В тот день Сережа был вынужден идти на компромисс, но судьба распорядилась по-своему. Мама слушала, не отрывая глаз, а в уголках глаз ее блестела слеза облегчения.
Несколько дней спустя полиция арестовала начальника Сережи и его людей, а семье Полины удалось вернуться к обычной жизни. Сережа, наконец, смог вздохнуть свободно. Не нужно больше притворяться, скрывать страх или тревогу, возвращаться домой ночами, таскаться на опасные встречи. А у Степана Игоревича появился верный друг. Веселый щенок, которого ему в знак благодарности подарил Сережа. К дому лесника теперь часто приезжала вся семья Полины, чтобы попить вместе чаю, посмеяться, вспомнить о том, как любовь и храбрость могут победить даже самые страшные тенета зла. Полина подросла. Со временем она по-другому глядела на знакомый коридор с чемоданом. Теперь этот предмет не пугал ее, а наоборот напоминал: любой страх можно преодолеть, если рядом окажется добрый человек. Каждую прогулку в лес она встречала с улыбкой, не забывая благодарить судьбу за спасение и за то, что мир все-таки наполнен светом даже в самых темных его частях. Домик у лесника навсегда остался для нее самым важным символом уюта, смелости, доверия. Шли недели и месяцы, про историю Полины и отважного лесника узнали все в деревне. Всякий раз, когда девочка вновь попадала в лес, ее больше не мучил страх. Она знала, что тьма рассеивается, стоит только верить и не сдаваться. В каждом лесу есть свой светлый уголок и свой добрый хозяин, готовый согреть чаем и укрыть от беды. Смелость маленькой девочки и доброта старика навсегда соединились в этой необычной истории, как напоминание каждому, даже в самой сложной ситуации: ищи свет, надейся и не забывай помогать другим.